ДНК-генеалогия к поведению не имеет ни малейшего отношения. Ни к поведению, или, как спрашивают, какой национальности я на самом деле принадлежу. Вот у меня написано в паспорте, там, татарин. А какой я на самом... Можно ли по ДНК это определить? Нет. Ни поведение, ни национальность, ни этнос, ни гражданство, ни партийность ДНК-генеалогия не определяет. Она определяет род. Род и племя, если угодно, и часть племени и так далее, вот, которые из глубин истории к нам приходят. Дело в том, что эти вот гаплогруппы, о которых я говорю, гаплогруппа — это вот картина мутации ДНК, которая определяет, к какому роду человек относится. Таких родов всего 20, грубо говоря, в мире. Вот недавно еще 2 нашли, африканские, которые вообще оказались такие архаичные, что они даже на африканцев не похожи. То есть это черная Африка, но они совершенно другие. Все они образовались более 200 тысяч лет назад. Так вот, вот эти вот рода образовались, как правило, 40, 30, 20 тысяч лет назад. Ну, понятно, что тогда не было ни этносов, этнос понятие молодое, не было ни национальности, но были рода. И вот эти рода, у них были потомки, наконец сейчас они вот сошлись, например, на русской равнине из разных мест и образовали вот этот конгломерат родов и племен, который называется русскими, этническими русскими. Потому что те вятичи, кривичи, да, вот поляне, древляне, это же разные рода. Ну, их называют племенами, но по сути дела, потому что у кривичей когда-то вот наверняка был общий предок этого племени. Обычно племена составлялись по родовой принадлежности, а у вятичей был свой, там, а у Дреговичей был свой, а у них был общий, который может быть предком современных русских, да, а у тех был еще общие предки. То есть идет такая пирамида общих предков, которая ближе подходит к настоящему времени. Так что здесь мы говорим о принадлежности к роду. Есть корреляция с этносом, но это только корреляция. Скажем, этнические русские, они наполовину принадлежат к одному роду. Еще одна седьмая к другому роду, еще одна пятая к третьему роду, а дальше пошло дробление на все более мелкие вещи. То, конечно, не означает, что этот род, он самый правильный. Вот А1А его условно называют, что он самый... Нет, он просто самый многочисленный. Так получилось, что эти предки, они вот уже 5000 лет живут на русской равнине, они расходятся с нее, кто-то присоединяет, скажем, вот южные балты и их родственники финно-угры, они прошли с Алтая по Сибири вверх, прошли через Северный Урал и в итоге стали балтами. И присоединились. И вот, скажем, литовцы, латыши, они говорят на тех же языках, это индоевропейские языки, на которых говорят этнические русские. Значит, не в этом смысле приднились. Другая гаплогруппа, другой род, но мы с ними братья по языку, зачастую по мировоззрению и потом по многим разным факторам. Эстонцы, они это финно-угорская группа. Я же не говорю о том, что они не наши братья, но род другой, вот они пришли из других мест. И вот когда мы начинаем, да, собственно, в Москве тоже, кто откуда не приехал, да, вот, и причем даже более того, коренные москвичи, все равно их предки откуда-то приехали. Поэтому понятие коренные имеет другую нагрузку такую. Поэтому можно рассмотреть по-разному, но вот понятие рода, оно является определяющим в том, кто были предки, откуда они приехали, чем они занимались. И вот это вскрывает пласты истории, доселе неизведанные. Вот поэтому это интересно и важно знать. Вот я знаю, скажем, мой общий предок, вот тех, кого я сейчас знаю по фамилии Клёс, он родился в 1575 году. Но у него тоже, конечно, были папа и мама, то есть можно копать глубже. И вот когда мы собрались, вот Клёсовы вместе, у нас был слет такой, и сделали друг другу ДНК, у нас они практически идентичны, они очень друг на друга похожи. Редкие мутации проскакивают, и когда по ним рассчитали, что да, вот мы все от этого общего предка, который жил, Ивана Клёсова, родился в 1575 году. Вот пока глубже копнуть не удалось. Вот, то есть нам и архивы, и ДНК показывают пока на одного. Значит, наверняка так, что он откуда-то приехал. А приехал, скорее всего, по некоторым данным, из Новгородчины, приехал в Курск. Вот, значит, нужно уже начинать копать там. И это интересно, потому что, копая архивы и копая ДНК-генеалогию, мы вдруг узнали, что мы принадлежим к сословию русскому древнему, которое называется «дети боярские». И вот эти дети боярские – это потомственный военный боевой состав. Они служили, вот у меня в одном конце 17 века, с 1600 примерно
50 до 1700 36 Клёсовых, все кавалерия. Все служили, сражались в нынешней Курской области на границе Дикого поля. И когда это начинаешь узнавать, получается крайне интересные вещи. Вдруг оказалось, что у нас есть, я об этом не знал ранее, оказывается, есть такая имение, которое сейчас деревня Клёсов в Курской области. Она умирающая, остался один человек во всей деревне. И мы собрались все вместе, вот Клёс, поехали туда, сели у старых могил, все Клёсовы, старые могилы. Мы расстелили, что надо, достали, что надо, и мы весь день, так сказать, здравствовали наших предков и обменивались соображениями об их биографии, что мы узнали архивные данные. И вы понимаете, и вот так вот мы узнали друг друга, и вообще мы оказались даже физически друг на друга похожи, неплохо. Понимаете, и это придает ощущение совершенно вот до этого как-то вот даже неизведанные. Потому что мы узнали, что, оказывается, наши предки, дети боярские, это было, раньше писали всегда одной строкой дворяне и дети боярские. Дворяне остались, дети боярские со временем, когда Петр I армию всю изменил, то детей боярских они фактически ушли, потому что армия стала из добровольной, из потомственной стала казенной, наборной. И поэтому ситуация изменилась. И вот мы узнали массу вещей, и вот я бы очень хотел, чтобы вот наши зрители, вообще люди русские, и не только люди русские, конечно, узнали бы больше о том, кто их предки. Вот я уже как-то говорил на интервью, что когда я это узнал, у меня действительно спина выпрямляется, плечи распрямляются, раздвигаются, и шаг пружинный. И когда я что-то делаю, у меня вот такой вопрос подкорки. А вот предки одобрили бы это или нет? Вот понимаете, вопрос политический. Вот воссоединение Крыма с Россией предки одобрили бы или нет? И я не могу себе представить, чтобы мои дети боярские вдруг сказали: нет, Крым нам не нужен, здрасте. Вот они за это дело кровь проливали, да? То есть кто-то, конечно, думает по-другому. Лично право каждого думать по-другому. Но когда я стою на плечах русского военно-боевого состава, и я на Курщине там кровью полито поколение, вот я просто знаю, какие смертности по архивам, как там выбивали. И после этого начинать мне вот дискутировать вопросы вот такие политические, это у меня в голову не укладывается. Никакие, понимаете, маневры, акробатика, вот там, а вот договора подписали, там, а вот, ну да, руки выкрутили, но вот время было такое, я даже не воспринимаю. У меня есть ощущение исторической справедливости, оно мной движет. Для другого другая справедливость историческая. Ради Бога, давайте помиримся нашими справедливостями. Если вектор в России будет в пользу одной, так тому и быть. Если вектор направлен в другую сторону, так тому и быть. Я на свое мнение не настаиваю. Вот я к чему это клоню. О том, что действительно понимание и знание ДНК-генеалогии, оно даже ориентирует, вот, если угодно, мировоззрение, миросознание. Не поведение, да, не какие-то подобные вещи. Это уже генетика. Это решает другие направления науки.